хотели, не получилось, иди в лай. Это каждый должен? И отдыхай на свой стол, смотри реплей, иди. Не пойду. Вот, слушай, я, значит, готовлюсь к интервью с Ильясом. Вот, и как бы я его не особо знаю, вообще на профсцене его мало кто знает, и что он, и как он. Я тут собираю вопросики, вот чтобы тебе было интересно спросить у Ильяса. Знаю, какой жанр музыки он любит и, наверное, какой любимый предмет в школе. Потому что единственное, что я понимаю, что он, наверное, школьник. 17 лет. Ну вот, надеюсь, что рисование, может быть. И значит, в школе популярно у людей. Или рассказать, чтобы он что-то может рассказать. Какую-нибудь, знаешь, история у вас приключилась, может, между вами. И я не между вами. В смысле? Завтра мы снимаем интервью с Ильясом. И ты знаешь его лучше. Вот. Расскажи мне, что у него можно спросить интересного, о какой истории, или, может быть, какой-то вопрос. Да, единственный вопрос, который у меня назрел, это общается ли он со своими одноклассниками, и сейчас как, да, может, если общается, что-нибудь они пишут, там, типа, какой-то, Нави, что-нибудь типа из этого рода. Крутой, короче, или не крутой парень, да? Ну, котирует его одноклассники да, или вот, нет? вот, потому что должны. Завтра мы идем снимать интервью с Ильясом, и я как бы собираю какие-то интересные истории, о которых можно спросить Ильяса. Может быть, какой-то интересный вопрос ему можно задать, или вот чтобы он рассказал о какой-то ситуации. Вот. Да, пусть расскажет, как стать дед-инсайдом, потому что он вот в этой теме шарит, а я вообще понятия не имею, я все это пропустил. Что-нибудь про девушек, например. Спроси у него про девушку. Как вы в Сингапуре пошли там что-то там делать? Понимаешь, нам нужны вопросы, которые раскрывают личность Ильяса. Личность Ильяса. Ну, это все относится к какая страна нравится, какая музыка нравится, какой фильм фильмы. То есть это... Да. Все, спасибо, ты только что задал 3 вопроса. Четко? Четко, красава, давай опять. Мы продолжаем репортаж из Лейпцига, и сейчас я хочу познакомить вас поближе с нашим новым игроком Ильясом Ганеевым. Привет. Привет. Во-первых, я тебя хочу поздравить с тем, что ты в Нави, и с тем, что ты на мажоре. В твоем возрасте, в 17 лет, это, знаешь, такой достойный результат. Поэтому давай кулачок. Сильно. Тем, кто работает в киберспорте, часто прилетают сообщения о том, как попасть в киберспорт. И ты так лихо ворвался в него, что лучше я этот вопрос адресую тебе. Расскажи, пожалуйста, свою историю о том, как ты попал в киберспорт и что ты делал для того, чтобы здесь оказаться. Ну, прям такого гайда, как попасть в киберспорт, особого нету. Чтобы попасть в киберспорт, будучи ноунеймом, нужно иметь много рейтинга. Да. Когда у тебя много рейтинга, ты попадаешься в хорошие игры с хорошими игроками. И когда ты попадаешься, игроки тебя замечают. Если ты показываешь достойный результат, они насматриваются на тебя. И игра за игрой, кто-то тебе уже понравился, кто-то считает тебя там каким-то хорошим игроком, зовет на тест какие-то более-менее команды. Так и случилось в моем случае. Давай с самого начала. Как долго ты вообще играешь в доту? В саму доту вторую я начал играть в 2013 году, но тогда у меня был прям очень слабый компьютер, и мне не очень было комфортно играть. И лишь спустя пару лет, когда у меня появился ноутбук, на котором уже можно было хоть что-то играть, тогда я и начал. Это, наверное, был год 2015. Когда у тебя рейтинг начал расти, ты постоянно, у тебя планомерно он рос или в какой-то момент такой буст произошел? Скорее всего, в какой-то момент произошел буст. Это был год 2016, когда я уже, всматривался в доту, и она мне начала нравиться. Я такой хотел, много рейтинга — это круто. Можно побеждать, стараться в играх, не просто заходить, кнопки поклацать, а что-то думать начинать, как-то смотреть, за проигроками, все такое. А у тебя изначально была цель попасть в киберспорт? Нет. Ты играл для удовольствия? Сначала, да. Как и все, в принципе. А за кем ты следил? Так сказать, что прям за кем-то не следил. Именно кто побеждал в мажоры, смотрел их реплей в основном. То есть, кто бы там ни был, то ВП, то секреты, за всеми следил, кто показывал достойный результат. Слушай, если ты так начал расти прям в 2016 году, то тогда на мировой арене это были, наверное, Virtus.pro, такая одна из самых сильных команд. OG.
Или кто еще? Ну вот твой фаворит того времени. Ну, и так я не вспомню. Ну, Аджи точно были. Мне очень нравятся и все игроки всех составов. Даже когда они выигрывали мажоры, выигрывали интернешнл. Также следил очень много за Virtus.pro, ну, потому что это тогда был их рассвет состава. Да. Они показывали достойные результаты, ездили на мажоры, побеждали их. Расскажи о том, как ты попал непосредственно в Нави. Потому что я знаю историю, что Мак как бы тебя заметил, где-то там захантил и пригласил. Но все-таки, может, расскажи свою историю. Это вроде было перед вторыми квалификациями на мажор. Тогда мне позвали еще пару ребят из таких более-менее нормальных команд. Предложили, типа, ну, сначала просто поговорить насчет будущего, там, как думаю, смотрю на него. Но там что-то умялось и не особо получилось. Ну, как-то подзабили. Я такой сидел в полутильте, думал, ну, опять вторую квалификацию, типа, ну, никто не позвал. В итоге через пару дней открываю ВКонтакт, и там сообщение от Андрея Чепенко. Такой вспоминаю. Андрей Чепенко, это Мак, ага. Открываю сообщение ВКонтакте, а он предлагает, ну, потеститься в Нави. Ну, прям. И изначально меня звали только на один день игровой. И когда пришло мое время, мы сыграли один день конваров, мы выиграли вроде 5 из 6 КВ, и тогда мне наш менеджер Игорь написал, типа, давай еще завтра поиграем. Я такой, ого, давайте. В итоге мы поиграли еще 2 дня КВ. Ну, у нас было там где-то стата 4-2 и еще там 4-2. Ну, мы побеждали такие тир-2, тир-3 команды в онлайне. И после этого мне написали, что, скорее всего, меня оставят. Ну, то есть, что у меня больше всего шансов. Вот так и попал. И что ты в этот момент, какое чувство испытывал? На самом деле, никакое. Ну, я сразу понял, типа, ну, если меня оставили на второй день и на третий, когда изначально звали на один, то, скорее всего, ну, меня оставят. Все идет как надо, да? Ну, можно Не сказать, было, так. то есть какой-то такой радости, хайпа Нет, внутреннего? Не было. А когда ты первый день играл с Нави, у тебя был какой-то мандраж, там, переживания? Ну, в первый день я был, так сказать, не особо знаком с ребятами, поэтому в некоторые моменты я, так сказать, отмалчивался, ну, где-то там не особо разговаривал. Ну, я, конечно, давал информацию, но не так, как, допустим, даю сейчас. И Андрей потихоньку раскрывал, и что там писал. Ну, вот мы сидели условно в TeamSpeak, и он писал мне ВКонтакте, типа, вот говори здесь так, типа, не стесняйся. И поэтому он дал лишний буст. Ну, вообще ты, я смотрю, человек довольно застенчивый. Насколько тебе легко было влиться в коллектив? Ну, мне кажется, на это ушло примерно неделю, потом уже все стало по наклонной, то есть, ну, мы уже стали более-менее друзьями. Ну, ладно, не такими прям друзьями. Друзьями мы стали, когда уж увиделись в реальности. Это было в Сингапуре. Товарищами. Товарищами. Такое устаревшее слово, но, по-моему, оно подходит. Да, оно больше подходит. Ну, тогда мы и стали. Но расскажи свое первое впечатление от игроков. От игроков? Ну, все крутые. Все молодцы. С кем тебе больше всего комфортнее или, может быть, с кем-то ты больше общаешься среди других? Из команды? Угу. Ну, прям такого это тяжело выделить. Да со всеми общаемся. Ну, прям вот одного выделить. Ну, мне кажется, можно выделить лишь Андрея, только потому что мы живем с ним часто, когда на турнирах, на буткемпах, в одной комнате. Поэтому. Ты до попадания в Нави зарабатывал на доте? Ну, может быть, на каких-то таких турнирах, но не прям там огромные деньги. Ну, то есть в Нави у тебя, по сути, это первая зарплата. Как твои родители отнеслись к тому, что теперь ты игрок? Ну, именно с момента попадания в Нави или Ну, да. до этого? Ну, давай тогда, если хочешь, рассказать до этого. Потому что ты играл с детства, получается, много времени уделял компьютерным играм, и, ну, по опыту не всем родителям нравится. Кто-то хорошо относится, кто-то нет. Ну, когда я начинал только, именно вот уже забрасывал, даже сказать, школу и начинал играть в доту, они не особо этому были довольны, потому что, ну, они, так сказать, они люди другого поколения, они не особо понимают, что это такое, как можно, ну, вот играть в компьютерные игры поверх школы, поверх образования. И пока я не стал, ну, зарабатывать на каких-то таких, ну, плюс-минус деньги, чтобы, допустим, им давать часть, они не особо это воспринимали. И вот с момента попадания в Нави, ну, они уже окончательно поняли. Ну, я объяснил, что это такое, какая-то организация.
И тогда они уже поняли, что типа, ну, это все серьезно. И, ну, это не просто детские игры. Давай проясним один момент. Ты закончил школу. 9 класс, ОГЭ. И когда это было? Года, наверное, уже 2 назад или 1,5. То есть ты закончил школу, после этого никуда не поступал и решил посвятить время доте. Нет, я поступал в колледж на программирование, но так вышло, что через 2 месяца я отчислился уже. Ну, я просто перестал ходить, и спустя полгода меня отчислили. Перестал ходить из-за того, что увлекся именно дотой? Ну, Или дотой, просто неинтересно было ну, учиться? Это, не особо интересно было на самом деле. Потому что первый год в колледже — это 10-11 класс вместе. Ну Там и- были все школьные программы. И родители были у вас, да, с родителями Ну, какие-то? конфликты были, конечно же. Но в итоге ты настоял на своем. Да. Получается, ты победил. Мгм. Расскажи, как родители вообще восприняли новость о том, что ты в Нави, как ты им рассказывал, что такое Нави, как вообще вот это все происходило у вас? Ну, я просто рассказал, что вот есть такая игра, ну, они знали, что такое Dota, я вот рассказал, вот, что здесь есть организация, в них есть игроки, у них у всех есть там какие-то зарплаты, и то, что организация, ну, это не просто что-то да как-то, а именно вот они помогают совсем, типа, и вот я рассказал, что Нави — это вот такая-то там топ-1, ну, одна из самых крутых в СНГ организаций, и то, что, ну, мне крупно повезло, можно так сказать, что я здесь оказался. Ну и как они? Ну, они все равно особо не поняли. Типа, сказали, ого, круто. Главное, чтобы тебе это приносило удовольствие, и ты, ну, так сказать, смог себя обеспечить. Потому что, типа, у меня нет образования, все такое. Ну да, и в этом есть доля правды, почему они беспокоятся. Игры играми, а надо что-то в жизни уметь. Поэтому я понимаю, родители, мы с вами на одной волне. Пока мы далеко не ушли, у меня есть пару вопросов про школу от наших игроков и от Crystal May. Во-первых, Crystal May спрашивает, какой у тебя был любимый предмет в школе? Любимый предмет в школе? Ну, мне кажется, это математика была. У нас была самая лучшая учительница в школе, ну, именно по рейтингам. И она вот была, ну, очень крутой. Я бы с радостью вернулся сейчас на ее уроки математики. Ты хорошо учился, я так понимаю. Когда учился? Именно когда там были контрольные, или когда там новые темы, мы что-то на доске решали, то я, типа, хорошо понимал. Но из-за того, что я не делал домашнего задания, типа, ну, оценки из-за этого были не самые лучшие. Что у тебя стоит в табеле? В табеле? Или в табеле уже вам не выдают? В аттестате? Аттестат, да. Ну, в основном тройки. Тройки. Ну, ничего. Ну, по некоторым предметам там 5, именно, в котором вот не было особо домашнего задания. Хорошо. Еще у меня есть вопросик от Зайца. Общаешься ли ты с одноклассником и уважают ли тебя одноклассники после того, как ты стал играть в Нави? Так, ну, с некоторыми мы до сих пор общаемся, ну, которыми мы, типа, были друзьями в школе. Так что да. Насколько мне говорили, что да, там они говорили про то, что я попал в Нави, типа, такие, ого, Нави. Все, за Ильяса и двор стреляю в упор теперь. Да. Паша задал вопрос. Паша? Да, Паша. Паша. Я Паша. Да. Как стать Dead Inside? Как стать Dead Inside? Так, нужно поставить на аватарку токийского гуля, слушать опинг токийского гуля, скрыть профиль в Стиме и скрыть профиль ВКонтакте. Закрытый профиль. Тогда ты станешь настоящим Dead Inside. А еще надо скрыть всех друзей, чтобы у тебя было вот ровно 0 друзей, и, допустим, там 30 подписчиков и 1 пост ВКонтакте, тоже с какой-нибудь аниме-песней. Расскажи мне, как старшему поколению, что вообще такое Dead Inside и откуда это пошло? Ну, мы знаем, да, Алоху. Насколько я понимаю, что он задал тон вообще этой движухи всей. Но, в принципе, вот в 2 словах расскажи мне, что это такое. В 2 словах. Я себя чувствую, знаешь, учительницей, которая спрашивает, а какой твой любимый мем? Что-то из этой темы. Ну, Dead Inside это уже больше как мем сейчас расценивается. То есть, ну, если ты скажешь, что Dead Inside, скорее всего, все посмеются. Ну, потому что так и есть, это и есть мем. Ну, это от аниме токийского гуля пошло, на самом деле. Я поняла. Ладно, сложная тема. Вопрос от Влада. Какая страна, музыка и фильм нравится?
страна. Ты много где был? Не особо, лишь там в 3-4 странах за границей. Так, любимая страна, хорошо. Пусть это будет Италия, любимый фильм «Криминальное чтиво» и любимая группа, или песня или группа? Давай песню. Ой, нет, давай группу. «Bring Me The Horizon». А песня? Песня «Drown». Это тоже их песня. Ну, конечно. Да, ну, мало ли, может, это нравится группа, а песня какая-то другая. Хорошо. Давай немножко поговорим о мейджоре. Это все-таки твой первый мейджор-турнир и второй лан, как я полагаю. Или до этого ты был на ланах? До этого были, но не такие прям, что крупные. Что тебя больше всего удивило? Это вот особо от первого турнира, когда мы были в Сингапуре, здесь отличий мало. Ну, то есть ты прилетаешь там за день до турнира, один день выходного, вы там проходите всю медиа-сессию, и уже со следующего дня вы начинаете играть в практисы. Ну, именно вот все такое. Обед, завтрак, ужин, все как в обычных отелях. Ну, прям такого, чтобы удивило, ничего нет. Вот на мажоре чувствуется, что это мейджор-турнир, что ты играешь за большой призовой, за конечно, очки? тут постоянно встречаешь, ну, вот игроков, ну, вот всех игроков тир-1 уровня, типа, ну, ты сразу понимаешь, что ты не где-то там, а именно на турнире, который проходит там 5 раз за год, ну, именно игровой сезон. То есть, ну, очевидно, да, что чувствуется. Какая-нибудь встреча с каким-то игроком впечатлила тебя? Да не особо, на самом деле. Я не прям такой же впечатлительный. Вот, ну, обычно на завтраках, на ужинах постоянно видим, там, когда идем с кем-то, ну, встречаем всяких остальных игроков из других команд. А есть ли кто-то из игроков тот, с кем бы ты хотел познакомиться? Ну, именно прям Ну, познакомиться. так, знаешь, познакомиться, пожать руку ему, поговорить с ним по душам. Есть, Кто? не скажу. Ладно, пусть это будет тайной. Хорошо. Небольшой блиц. Давай. Смотришь аниме? Да, но только очень топовые и там раз, не знаю, в пару месяцев одно максимум. То есть нельзя сказать, что ты анимешник. Нет. Ты сказал, что ты смотришь Тарантино. У нас такой блиц не блиц получился. Тарантино. Какие, я так понимаю, ты любишь Тарантино? Или это выборочно фильм его? Но только 2 фильма смотрел. Какой еще? Ну, который последний вышел «Однажды в Голливуде». Мгм. Ну, я его смотрел в аэропорту, в самолете, когда мы летели с Сингапура, 10-часовой перелет. И скажу так, что фильм не очень. Понял. Какой вид спорта тебе близок? Вид спорта, ну, мне кажется, теннис. Теннис — это большой теннис. Правильно? Это не пинг-понг. Да, думаю, большой. Ты играл в него? Ну, в детстве только, когда вот у нас была физкультура в школе, мы часто играли. А следишь? Не особо. Вообще Мне просто понравилось, когда мы занимались. За спортом не следишь? Нет, А футбол? вообще не знаю ничего там. Ну, вот только самых медийных людей там по новостям, когда там полистаешь ленты, а так нет. Самый лучший игрок за всю историю Доты по версии Ильяса Ганеева. Самый лучший игрок в доту. Думаю, это будет Натейл. Все-таки он же выиграл 2 интернешнл. Да. Хорошо. Самый лучший патч за всю историю Доты. Текущий. Потому что здесь саппорты. Это не просто бегающие крипы. Сильно сказано. Самая лучшая игра за всю историю Доты. Самая лучшая игра. Но мне кажется, это финал интернешнл, где АГ против OGD были 5-я карта. Очень понравилось. Мгм. Хорошо. И самый худший герой. Тэч. А самый лучший герой. Дизраптор. Класс. Live Person задал вопрос. Хотел бы Ильяс однажды стать капитаном? Хороший вопрос. Но пока что в нашей команде не особо нужен еще один капитан. И у нас есть Заяц, который выполняет эту обязанность вместе, так сказать, с Пашей. Я набираюсь у них опыта, смотрю, как это происходит. Поэтому в будущем, когда, допустим, у нас что-то, возможно, поменяется, я смогу им стать. Но сейчас я к этому не готов. Ну, то есть в будущем ты хотел бы, да? В будущем, думаю, да. Потому что быть капитаном, на самом деле, во-первых, их не так много, во-вторых, это огромная обязанность, ответственность. И если у тебя есть капитан, значит, и играть будет проще. Потому что в СНГ их очень мало. Хорош.
Все.